4 августа 1994 года меня сняли с разбоев и отдали бумаги. Приказ подписали до обеда, а после обеда я уже стоял в кабинете Черкасова и смотрел телевизор. Телевизор в служебном кабинете – роскошь, но у Черкасова был. И по нему в тот день крутили одно и то же. Люди в масках ведут через двор человека в спортивном костюме. Человек не упирался и не закрывал лицо. Шел как булочную. «Узнаешь?» – спросил Черкасов Олег Дмитриевич, полковник юстиции, руководитель следственной группы, в которую меня вписали, не спросив. «Вся страна узнает. С сегодняшнего дня ты обязан знать его лучше всех. Возьмешь блок потерпевших по Москве и свои эпизоды». Я 15 лет отработал по разбоям и бандам. Работа у меня была простая, как лом. Есть сильный, который взял чужое, и есть слабый, у которого взяли. Сильного прижать, слабого разговорить, все закрепить протоколом. По этой схеме я отправил на этап столько народу, что можно было формировать отдельный вагон. Про акции, котировки и дивиденды я знал ровно столько, сколько успевал прочитать на табличке в киоске, пока покупал сигареты. Так и доложил. Черкасов дослушал и сказал, что там не акции. Там заявители, которых будет то ли 2 миллиона, то ли 15. Не знает никто, потому что учета нет. И нужен человек, который умеет разговаривать с людьми, потерявшими все. А таких людей в это дело придет больше, чем во все мои разбои вместе взятые. Внизу в приемной уже стояли мешки. Почтовые, с сургучными бирками, перевязанные бечевкой. В каждом заявление. Их свозили из районных отделов со всей Москвы, и дежурный расписывался за них по весу, как за картошку. Считать по штукам не хватало смены. Про очереди я знал не из сводок. В июле я ездил по своим разбойным делам мимо Варшавского шоссе и видел хвост у центрального пункта своими глазами. Очередь начиналась от дверей, огибала квартал и заворачивала во дворы. Люди стояли с ночи, с термосами и раскладными стульчиками. Кто-то нанимал студентов держать место. Внутри, за окошками, кассиры принимали наличные и складывали в такие же почтовые мешки, какие теперь стояли у нас в приемной. Круговорот тары. Схему я разобрал за 2 вечера, по изъятым газетам и рекламным листкам, и она оказалась проще любого разбоя. Фигурант печатал бумажки с собственным портретом и объявлял на них цену. Сегодняшняя цена всегда была выше вчерашней. Это называлось самокотировкой и вывешивалось в каждом киоске рядом с курсом доллара. Человек нес деньги, получал бумажки, через месяц сдавал их вдвое дороже. Выплаты старым шли из карманов новых. Больше им идти было неоткуда. За бумажками не стояло ничего. Ни завода, ни нефти, ни хотя бы ларька со жвачкой. Министерство финансов еще весной отказало ему в регистрации второй эмиссии акций на 1 миллиард штук. Так он выпустил билеты, привязал их к 100-й части акции и печатал сколько хотел. Формально неценная бумага. Фантик. По факту фантиками расплачивались на рынках, как деньгами. 27 июля фигурант сам объявил, что его акции теперь стоят не 127 тысяч, а 1000. 127 раз дешевле. Одной строкой, как прогноз погоды. Страна выстроилась в те же очереди. Уже сдавать. Только принимать сданное было некому. А по телевизору все лето жил экскаваторщик Леня Голубков. Покупал жене сапоги, потом мебель, потом собирался с братом в Америку на футбол. Я не халявщик, я партнер. Это неслось из каждого окна. Половина моего списка потерпевших цитировала эту фразу на допросах вместо объяснения мотива. Первую потерпевшую из своего блока я допрашивал 8 августа. По повестке пришла Ковалева Анна Тихоновна, 72 года, пенсионерка. Я открыл ей дверь кабинета и отодвинул для нее стул. «Присаживайтесь, пожалуйста, Анна Тихоновна». Она села на край, положила на колени сумочку, из сумочки достала свернутый носовой платок, из платка – билеты. Пачка бумажек с портретом человека в очках, уложенных по номиналу, как в кассе. «Вы мне скажите», – спросила она раньше всех моих вопросов, – «их же обменяют?» По телевизору говорили, государство разберется. Разбираться государство послало меня, и я пока не знал, что ей ответить. Я записал с ее слов.
В июне продала комнату, оставшуюся после смерти сестры, за 19 миллионов рублей. Прибавила 7 миллионов сбережений. Похоронные, так она сказала, спокойно, как факт биографии. Все отнесла на Варшавское шоссе. Хотела удвоить и купить дочери с внуком отдельное жилье, чтобы не мыкались по чужим углам. В очереди простояла 2 дня. Место ей уступали. Там очень вежливые люди стояли, вы зря так. Я ничего не говорил про людей в очереди. Видимо, у меня это было написано на лбу. Контрольные вопросы я задал все. По привычке, не из недоверия. Кто оформлял продажу комнаты? Где договор? В каком пункте покупала билеты? Какими числами? Она отвечала точно. По дням. У нее все было записано в тетрадке в клетку. 40 лет начальных классов. Учительская выучка. Тетрадку я скопировал и подшил. Оригинал вернул. Когда она поднялась уходить, платок соскользнул на пол. Я вышел из-за стола, поднял и подал. «Найдите его», — сказала она в дверях. «Не посадите. Найдите». Фигурант сидел в изоляторе 4-е сутки, но я промолчал. Нашли, не значит вернули. Дальше пошел конвейер. Терехова Людмила Викторовна, 36 лет, продавец. Семья 5 лет откладывала сыну. Снесла все за 1 день. О крахе муж узнал из телевизора. Бородулин Виктор Семенович, 44 года, инженер-технолог. Копил на кооперативную квартиру, пересчитал доходность на бумажке в столбик и решил, что до зимы удвоит. Мне хотелось спросить инженера, как человек с высшим техническим не увидел, что арифметика жульническая. Не спросил. Во-первых, не моя работа. Во-вторых, я к тому времени сам сидел над подшивкой газет с котировками и вынужден был признать пакостную вещь. Арифметика сходилась. Полгода, каждый божий день, все сходилось. Кто приносил, тот получал. И получал больше. Врала не арифметика. Врал тот, кто ее печатал. А против столбика цифр, который полгода подряд говорит правду, у заводского инженера защиты нет. У инженера зарплата стояла с марта. Вечерами я печатал список своего блока. Машинка ятрань, буква «Р» западает, копирка к полуночи кончается. На разбоях мой список потерпевших умещался на одном листе. Здесь листы шли пачками. И в каждой строке стояла чья-то комната, чьи-то похоронные, чьи-то детские. Больше всего в списке было годов рождения из 20-х. Это не психология. Это графа анкеты. Старики понесли первыми. У них были единственные деньги, которых второй раз не заработаешь. На остаток жизни времени не хватит. Есть короткий список вещей, которых я не прощаю. Я его никому не рассказываю, но он есть. К концу 2-й недели, отпечатав очередную 100 фамилий, я перестал читать графу «Сумма ущерба первой». Первый читал год рождения. Дело было бумажное. Злость – нет. Знакомиться с фигурантом я поехал через месяц, когда прочитал первые тома и мог разговаривать с ним не как зритель рекламы. К человеку, который забрал у моего списка все, я хотел прийти подготовленным. Тома росли быстрее, чем я успевал их читать. Всю осень шли выемки. Центральный пункт на Варшавском шоссе, филиалы, дочерняя контора «Инвестконсалтинг», по которой и возбуждали дело о сокрытии доходов от налогообложения. Оперативники Зыкова таскали коробки к нам на 5-й этаж, пока в лифте не сгорел мотор. Зыков Петр Иванович, капитан, старший оперуполномоченный по экономическим преступлениям. Полдня носил бумагу наравне с сержантами, а вечером садился напротив меня и переводил с бухгалтерского на русский. Я к нему прирос. Опер, который умеет читать платежку, в 94 году стоил дороже опера со стволом. Первое, что мы поняли по изъятому, главной книги нет. Я искал реестр. Кто сдал, сколько, когда, кому вернули. Реестра не существовало в природе. Были кассовые тетради, где приход за день писали одной строкой. Были мешки необработанных корешков. Были миллионы людей с билетами на руках, и ни одного списка этих людей. Контора, через которую прошли триллионы, велась как ларек у вокзала. Значит, ущерб придется собирать поэпизодно.
Заявление, допрос, билеты на руках, справка. По каждому человеку отдельно. Годы работы, и это было ясно уже в сентябре. Потерпевшие тем временем шли к нам, как летом шли к кассам. В коридоре управления поставили столы для приема заявлений. Очередь стояла до лестницы. Люди по старой памяти писали номерки на ладонях. Я проходил мимо каждое утро и старался смотреть под ноги. У половины очереди возраст был такой, что им бы у поликлиники стоять, а не у следственного управления. Каждое мое постановление уходило на 2 подписи – Черкасову и надзирающему прокурору. Разговоры с областями я заказывал по Миргороду, через 8. И 8 давали не с первого раза. Эпизоды тянулись из Твери, из Рязани, из Тулы. Люди возили деньги в Москву электричками, в авоськах. Финансово-экономическую экспертизу я назначил в конце сентября. Ланская Вера Павловна, эксперт-экономист, приехала посмотреть объем. Постояла в хранилище между стеллажами, вытащила наугад пачку платежек, полистала. «Сроки?» – спросил я. «Если вручную, а по-другому никак, год. И это оптимистично». Оптимистично. Слово я запомнил. 10 сентября я впервые сел напротив него. Изолятор. Следственный кабинет. Стол, 2 стула. Решетка на окне крашена в белый. Мавроди Сергей Пантелеевич. 39 ему исполнилось здесь же, в камере, через неделю после ареста. Спортивный костюм, очки, ровный голос без нажима. Кооператив он когда-то регистрировал втроем, с братом и женой брата. Закон требовал 3 учредителей, но решал в конторе всегда один. Это подтверждали все допрошенные сотрудники, от кассира до водителя. Без него не покупали даже скрепки. Я умею готовиться к допросам. На каждого клиента у меня всю жизнь была папка и план. Где у человека страх, где деньги, где семья и с какой стороны заходить. Здесь не работало ничего из набора. Страха не было. Про деньги он говорил охотнее меня. Просьб не передавал, жалоб не писал. Адвоката слушал вполуха. «Вы объявляли людям доходность, которую невозможно выплатить», — сказал я. Я объявлял котировки. Покупать никто никого не заставлял. Люди принимали решения сами. Я никого не обманывал. Выплаты старым вкладчикам шли из денег новых. Это подтверждается движением по кассам. Разумеется. А вклад в сберегательной кассе выплачивается из денег других вкладчиков. Вернемся к вашим таблицам. Там есть что обсудить. Я предъявил ему сводку прихода по пунктам за июнь. Он просмотрел страницу одним движением, как смотрит на часы. У вас ошибка. Пункт на Волгоградском проспекте, 10 июня, приход 41 миллион 300 тысяч. Верная цифра. 41 миллион 800. У кассира в тетради перебита 8. Посмотрите оригинал. Вечером я поднял тетрадь. 8 была перебита. 41 800. На следующем допросе я спросил у него котировку за 3 марта. Не для протокола, для себя. Он назвал обе цены – покупки и продажи. И я сверил по газетной подшивке. В цвет. До рубля. Он держал в голове полгода котировок, которые сам же и назначал. Я за 15 лет насмотрелся на расчетливых людей. Такой памяти я не встречал ни разу. В личном деле арестованного лежала медицинская справка. Врожденный порок сердца, наблюдался с детства. Я прочитал ее дважды. Весь мой ремесленный набор – страх, выгода, усталость – стоит на том, что человеку есть что терять и есть чего бояться. Человеку напротив меня врачи с детства отмеряли короткий срок, и он с этим сроком прожил всю жизнь. Изолятором его было не удивить. В сентябре к нему в изолятор ходили не только мы. Ходили юристы с бумагами избирательной кампании. Гражданин Навроди, находясь под стражей, выдвинулся в депутаты Государственной Думы по Мытищинскому округу. Там на 30 октября были назначены довыборы. Закон это позволял. Подписи за него собирали вкладчики.
Те самые люди, чьи заявления лежали у меня в мешках. Сдали с запасом. Адвокаты тем временем засыпали суды жалобами на незаконность ареста, одной за другой. В начале октября, в конце допроса, он отодвинул подписанный протокол на ширину ладони и сказал: «Жалобы моих адвокатов назначены к рассмотрению. Меру пресечения изменят. Оснований держать меня под стражей у вас нет, и суд это увидит. Выйду под подписку. А 30-го меня изберут, и больше вы меня сюда не вернете. Депутата под стражу не берут. Планируйте допросы с поправкой на это, чтобы не терять дни. Кто за вас проголосует? Вы у этих людей забрали все. Они и проголосуют. Именно поэтому. Им нужно, чтобы деньги вернулись. Вернуть их, по их разумению, могу только я. Значит, я должен быть на свободе. Это не моя логика. Их. Я ее просто читаю. Вернемся к протоколу. Счета инвестконсалтинга. 7 июля списание 3 платежами. Он вернулся к счетам сразу, без сопротивления. Как человек, который главное уже сказал, а остальное готов диктовать хоть до ночи. Вечером я поспорил с Зыковым на бутылку армянского коньяка. Я оставил, что не изберут. 15 лет я читал людей по рукам, по обуви, по тому, куда они смотрят, когда врут, и ограбленный, голосующий за грабителя, в мою науку не помещался. Зыков поставил на Мавроди и объяснил коротко. Ты людей знаешь по одному. Он их знает оптом. До выборов оставалось 3 недели. Первую половину прогноза он исполнил через неделю. Суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде, и в середине октября он вышел из изолятора не арестантом, а кандидатом в депутаты. У ворот его встречали. Не родня и не адвокаты. Вкладчики. Они стояли там неделями, с самодельными плакатами «Свобода Мавроди». Я видел их всякий раз, когда приезжал на допросы. Ограбленные караулили у тюрьмы грабителя, чтобы поздравить с освобождением. С краю толпы, в осеннем пальто, с той же сумочкой стояла Ковалева. Подходить мне было незачем и не положено. Я подошел. «Анна Тихоновна, здравствуйте. Холодно уже стоять. Позвольте, я вас провожу до остановки». «Проводите», — согласилась она. «Только вы не подумайте, я без плаката. Я посмотреть пришла. Не в очереди сказали. Раз выпустили, значит, теперь всем вернет. Это правда, что выпустили?» «Правда». «Значит, вернет?» Я мог рассказать ей то, что знал по кассовым тетрадям. Возвращать нечем и некому. Деньги ее комнаты давно выпущены чужим людям в виде чужого выигрыша. Вместо этого я сказал: «Ваше заявление в деле. Дело никто не закрывал. Я работаю». «Вот и славно», — сказала она. «Вы работаете, а он пускай возвращает. Вы уж друг другу не мешайте». Она говорила без всякой насмешки, заботливо, как объясняла бы 2 ученикам, что доску вытирают по очереди. Я довел ее до остановки, дождался автобуса и подал руку на ступеньку. Злиться на нее было не за что. И на очередь у ворот было не за что. Эти люди защищали не его, свою последнюю надежду. Другого способа у них не осталось. Это я понимал головой, а внутри сидело разбойное, простое. Когда у старика забирают похоронные, кто-то должен за это сесть. Пока выходило наоборот. Он выходил, а сидели его бумаги. Коньяк я проиграл. 30 октября 1994 года Мытищинский округ выбрал его в Государственную Думу. С отрывом, о котором остальные кандидаты не мечтали. Голосовали те, кого он оставил без денег. Логика толпы оказалась ровно той, которую он продиктовал мне за 3 недели до урн. Слово в слово. Хоть подшивай его прогноз к протоколу. Вторая половина прогноза сошлась, как и первая. Депутатская неприкосновенность закрыла его наглухо. Теперь его нельзя было ни вернуть в камеру, ни даже допросить без его доброй воли. Депутат Мавроди в Думу работать не пришел ни разу. На повестке о явке отвечала приемная.
Статус не позволяет. Налоговый эпизод встал. Мы работали без фигуранта, впрок. Эпизоды, допросы, справки об ущербе, промежуточные таблицы от Ланской. Доказуха росла томами в расчете на день, когда статус кончится. В декабре к нам пришел свидетель. Сам, без повестки. Чепурной Аркадий Львович, 41 год, бывший кассир центрального пункта на Варшавском шоссе. С порога объявил, что расскажет про черную кассу. Ночами, по его словам, из пункта вывозили мешки наличных. Не в банк, а за город, на дачу. Он сам дважды грузил машину и запомнил адрес. Это было то, чего нам не хватало. Экспертиза уже видела дыру между приходом и официальной инкассацией. Часть наличности уходила мимо учета. И куда? Не знал никто. Чепурной ложился в эту дыру, как патрон в ствол. Неделю на его показаниях работала половина группы. Установили дачу и собственника, подняли путевые листы конторских машин. Я допросил его трижды, каждый раз подробнее. И каждый раз он добавлял деталей. Номер ворот, цвет фонаря, имя охранника. На проверке посыпалось все разом. В ночь, которую он называл, пункт стоял закрытым. Авария по электричеству. Запись в журнале охраны. Путевые листы за ту неделю не показывали ни одного ночного выезда. Дача по названному адресу прежний собственник продал за год до событий. Новый хозяин первым делом перестроил ворота, а Чепурной уверенно описывал старые. На 4-м допросе я разложил перед ним 3 листа. Журнал охраны, путевки, купчую. Он посмотрел, помолчал и предложил вспомнить точнее, если следствие посодействует ему по кооперативному долгу. Я закрыл папку. Неделя работы группы в корзину. Дыра в учете осталась дырой. Старое правило – не верить свидетелю, который рассказывает слишком складно, я знал и до этого дела. Беда в том, что в этом деле складно рассказывали все. Сама контора полгода рассказывала стране сказку «Глаже некуда», и страна несла деньги. На фоне той сказки вранье Чепурного было кустарщиной. Весь 95-й год дело жило, как живет тяжелый больной. Без улучшений, но и не умирало. Потерпевшие писали жалобы, теперь уже на нас. Почему не возвращаете? Почему не сажаете? Почему мешаете человеку работать? Иногда все 3 жалобы приходили от одного и того же заявителя, в одном конверте. Начальство спрашивало результат. Прокуратура спрашивала сроки. Обычная служба, умноженная на 10 тысяч фамилий. 6 октября 1995 года Дума досрочно прекратила его полномочия за то, что депутат ни разу не явился депутатом побыть. Неприкосновенность кончилась вместе с мандатом. В тот же день Черкасов собрал группу, и задержание готовили тихо. Адреса, наблюдения, санкции. Дотянуться не успели. В декабре он уже шел в Думу заново, по федеральному списку собственной партии. Зарегистрированный кандидат. Снова неприкосновенность, теперь избирательная. Те выборы он проиграл, но в январе объявил, что пойдет в президенты. ЦИК забраковал подписи, и только тогда, весной 96-го, мы пришли за ним с санкцией. Брать оказалось некого. По домашнему адресу пусто, вещи вывезены. Он ушел не за час до постановления, загодя. Соседи не могли вспомнить, когда видели его в последний раз. Все кампании последнего года он вел чужими руками, через штаб и адвокатов, сам не показываясь нигде. Он опять посчитал быстрее нас. На этот раз не голоса, а месяцы, которые выиграет у следствия избирательной чехардой. В розыск объявили федеральный. Так у моего дела не стало фигуранта. Сигналы о нем пошли косяком с первой недели розыска. Видели в Сочи, в гостинице, опознали в Минске, на рынке. Летел рейсом на Афины, соседка узнала по очкам. Каждый сигнал – отдельное поручение, проверка, запрос, и каждый ответный рапорт – пустой.
Человек с самым растиражированным лицом страны, она печаталась на его же билетах миллионами оттисков, не находился нигде. Я шутил. Единственный гражданин России, который сам себе отпечатал ориентировку, и ту не можем реализовать. Рабочая версия у меня была одна, и держал я ее крепко. Скорее всего, Греция. Фамилия оттуда, корни оттуда, диаспора большая, берег теплый. Логика простая, моя собственная, 15 годами проверенная. Кто взял, тот при взятом и живет. Человек с такими деньгами сидит там, где его деньги, и где его не достать. В стране, где его знает в лицо каждый киоскер, жить нельзя. Я бы не смог. Я мерил его собой, другой мерки у меня не было. Мы писали запросы по межгосударственной линии, ответы ползли месяцами, и все на один манер. Сведениями не располагаем. Основная работа никуда не девалась. За 96-й год я провел 600 с лишним допросов потерпевших, подписал 2 продления, свозил в область 4 отдельных поручения. Блок рос. Экспертиза считала, мешки в приемной не кончались. В ноябре 96-го среди иногородних сигналов пришел один московский. Агентурное сообщение из территориального отдела. На Фрунзенской набережной женщина сдает квартиру мужчине-затворнику. Платит наличными за полгода вперед, без расписок. Из квартиры не выходит. Дверь не открывает никому, кроме хозяйкиного сына. Тот носит продукты по списку. Чай, консервы, макароны, батарейки. Живет так 2-й год. Я прочитал записку между 2 допросами. Помню, что подумал. Затворник на макаронах. Не мой клиент. Мой. Человек с триллионами. Люди с триллионами не живут 2-й год в чужой квартире с батарейками по списку. Люди с триллионами покупают себе берег. Сигнал я не выбросил. Я поступил по инструкции. Подготовил отдельное поручение территориалам, проверить жильца, установить личность. По инструкции и не сам. У меня в тот месяц было 60 допросов, очная ставка и продление. А сигнал был простой, пешеходный. Сходить, посмотреть документы. Такие проверки поручают. Все так делают. Я так сделал. Через 2 недели пришел рапорт. Старший лейтенант Симаков Валентин Егорович, территориальный отдел. Проверка по месту жительства проведена. Проживает Зайцев Юрий Владимирович, 1957 года рождения. Паспорт проверен, серия и номер записаны. Работает программистом на дому. На предъявленную фотографию не похож. 1 страница, 2 подписи, входящий номер. Я прочитал рапорт целиком. Это заняло полминуты. Там нечего было читать дольше. Фамилия рядовая, год рождения не тот. Программист. Программист. Полстраны переучилась. В рапорте не было написано, ходил ли Симаков в квартиру. Не было написано, какую фотографию он предъявлял и кому показывал. Я не переспросил. Рапорт лег на ряд, в шкаф. Шкаф я запер и ушел на очное. Вся история заняла у меня 3 минуты рабочего времени. 3 минуты. Я их потом считал и пересчитывал. В 98-м розыск стал международным. Интерпол, уведомления по всем границам. «Мир большой», — отвечал он еще медленнее Греции. А с 1 января того же года деньги укоротили на 3 нуля, и для дела это обернулось каторгой. Каждый эпизод пересчитывался и перепечатывался в новые цены. Ущерб Ковалевой из 26 миллионов превратился в 26 тысяч. Сумма похудела на бумаге. Комнаты и похоронные остались прежними. Летом 98-го Ланская сдала заключение. Обещанный год растянулся почти на 4, и я ни разу ее не поторопил, потому что видел хранилище, с которым она работала. Выводы стояли жесткие, как рельсы. Выплаты старым вкладчикам из износов новых подтверждено движением по кассам. Никакого другого источника у выплат не было. Официальные счета к моменту краха почти пустые. Переводов за рубеж на ином Мавроди нет. Вообще нет. Ни доллара, ни драхмы. И рядом дыра. Часть наличной выручки в учете не отражена.
Объем и направление по документам установить невозможно. Грецию заключение не подтверждало. Оно ее и не хоронило. И я объяснил себе вывод про «не доллара» просто. Умный человек не переводит по документам. Умный человек возит наличными. Дыра в учете это позволяла. Версия устояла. Устояла, потому что я ее подпирал. На совещании в конце года надзирающий прокурор напомнил про сроки давности по налоговому эпизоду. Не будет фигуранта, эпизод умрет сам, по календарю. 8 миллиардов неденоминированных рублей долга перед бюджетом, и календарь работал на должника. Розыск шел, время шло. В 98-м в моем списке потерпевших появились первые пометки «Умер». Я ставил их сам, красным карандашом, с датой. В феврале 2001 года пометка легла напротив фамилии, которую я помнил и без списка. Ковалева Анна Тихоновна. Позвонила ее дочь, Зорина Нина Аркадьевна, медицинская сестра. Говорила ровно, по-больничному. Мама умерла, во сне. Что теперь будет с ее заявлением? Мама просила не бросать. Я пригласил ее, оформил документы о правопреемстве. Заявление осталось в деле. Эпизод остался эпизодом. Про билеты она сказала сама. Мама хранила их в жестяной коробке из-под чая, вместе с тетрадкой, куда все записывала. «Принести?» Я ответил. «Пока храните. Понадобится. Найду вас». «Он ведь живой где-то?» – спросила она уже в дверях. «В розыске». Мама до последнего говорила, вернет. Не мне, соседкам. Мне она под конец ничего про это не говорила. Упрека в ее словах не было. Упрек я дописал себе сам. 31 января 2003 года, под вечер, позвонил Зыков. Он к тому времени ходил в майорах. Взяли. Фрунзенская набережная, съемная квартира. Уголовный розыск с осени вел его связи. Целый, здоровый, не дергался. Брали оперативники, как положено, без меня. Я приехал следом, с бумагами, на осмотр. Квартира была никакая. Диван, стол, старый компьютер, стопки тетрадей с расчетами, консервы в шкафу, запас батареек. Ни денег, ни золота, ни одной дорогой вещи. Опись имущества уместилась на листе. На столе лежал паспорт. Я раскрыл его в перчатках. С фотографии, из-под бороды и очков, смотрел фигурант всесоюзного значения. Фамилия в паспорте стояла Зайцев Юрий Владимирович. Фамилия царапнула не сразу. Сначала это был просто подложный паспорт. Качественный, обжитый, с отметками. По такому живут, а не прячутся. К ночи я вернулся в управление, сел печатать постановление о приобщении, и на слове «Зайцев» рука остановилась. Архив у нас в подвале. Наряды переписки за 96-й год стояли нетронутые, и тот шкаф, тот наряд и тот рапорт я нашел за 20 минут. Одна страница, 2 подписи, входящий номер. Проживает Зайцев Юрий Владимирович, 1957 года рождения. Паспорт проверен, серия и номер записаны. На предъявленную фотографию не похож. Старший лейтенант Симаков. Буква в букву. Утром я сверил серию и номер с протоколом изъятия. Паспорт был тот же самый. Та же книжечка, которую в ноябре 96-го показали на пороге старшему лейтенанту. Он прожил по ней все 7 лет. Дом в рапорте стоял другой, но по той же набережной, ниже по течению. Он за 7 лет не сменил даже улицу. 7 лет мы искали его в Греции, в Сочи, по красным уведомлениям Интерпола. Он прожил их в получасе ходьбы между 2 адресами одной набережной, на макаронах и батарейках, под фамилией, которая лежала у меня в шкафу на одной странице. Опер сходил, посмотрел паспорт на пороге и ушел. Я прочитал рапорт за полминуты и подшил. Из нас 2 следователь – я. Утром до работы я доехал до набережной и прошел ее пешком, от дома из рапорта до дома, где его взяли.
Часы засек у первого подъезда, остановил у второго. 26 минут обычным шагом. Не знаю, зачем мне была нужна эта цифра. Она у меня есть до сих пор. Черкасову я доложил в тот же день, положил копию рапорта на стол. Он прочитал. Кто проверял? Территориалы. Писать на ней будешь? Я сказал нет. Черкасов не переспросил. Поручение в 96-м готовил я. Подпись под словом «проверить» стояла моя, и спрашивать за эту страницу было с кого. Без всяких территориалов. При задержании он не изображал ничего. Спросил, можно ли взять очки и сердечные таблетки, попросил уведомить адвоката. Все. Люди, которых берут после 7 лет норы, обычно либо лезут в окно, либо говорят речи. Этот собрался как в командировку. Первым делом ему вменили паспорт. Статья 327. Организация подделки. Доказать, что подложным документом пользовался он сам, не вышло. Только то, что отдал для Зайцева собственную фотографию. В декабре суд дал 1 год и 1 месяц. Срок пустяковый, но нам нужен был не срок. Фигурант сидел в матросской тишине. Врачи поставили его на учет как сердечника. А рядом, том за томом, собиралось главное – мошенничество. К зиме тома пошли на сотни. В январе 2004-го умер и налоговый эпизод. Без выстрела. По календарю. Постановление о прекращении за истечением сроков давности готовил другой следователь группы. Я прочитал и подшил. 8 миллиардов неденоминированных рублей долга перед бюджетом ушли в архив. Это была первая цена розыска, которую можно пощупать руками. Догнали, а календарь уже простил за нас. Допрашивать его по главному делу я пришел через месяц после приговора за паспорт. Между нами лежало 9 лет. В следственном кабинете матросской тишины мы заняли те же роли, что и 9 лет назад. Я спиной к двери, он лицом. Мне шел 50-й год, ему 49-й. Борода со времен Зайцева осталась при нем, ровный голос тоже. Позиция за 9 лет не сдвинулась ни на миллиметр. Обязательство перед вкладчиками сорвало государство. Систему обрушили налоговые претензии и газетная паника. Я никого не обманывал. Выплаты шли из взносов новых вкладчиков. Другого источника выплат не было. Это заключение экспертизы, том 41. По такому устройству живет любая касса взаимопомощи. Вернемся к вопросу. 17 июня 1994 года со счета Инвестконсалтинга списаны средства 3 платежами. Назначение платежа по второму из них. И он возвращался. Всегда возвращался. Охотно, точно, с номерами платежек, которые помнил лучше меня. Протоколы с ним выходили длинные и чистые. Адвокат почти не работал. Подзащитный сам следил за каждой формулировкой и дважды ловил меня на неточной сумме. Оба раза он был прав. Я перестал спорить и стал перепроверять себя до допроса. По 2 раза. Однажды, подписывая протокол, он сказал: «Не мне, скорее бумаге». Кодекс 94 года не знал особо крупного размера в мошенничестве. Больше 5 лет вы мне не соберете, а сидеть я начал в январе 2003-го. Посчитайте сами, гражданин следователь. Арифметика опять на моей стороне. Я не ответил. Отвечать было нечем. Ту же арифметику я недели раньше разбирал с прокурором, и она сходилась. Обвинение шло по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. Но деяния 94 года мерились мягкой меркой старого закона. Обратной силы в сторону ужесточения закон не имеет. Он знал это лучше иного адвоката. Один допрос я построил не по платежкам. Положил перед ним лист, 30 фамилий из моего блока. Первая страница списка. Ковалева стояла 4-й. Кто эти люди? Он просмотрел лист так же, как когда-то сводку прихода, одним движением. Вкладчики, полагаю. Ковалева Анна Тихоновна. 1922 года рождения. 26 миллионов старыми. Комната покойной сестры и похоронные. Умерла в 2001-м, не дождавшись. Помните такую? Я не работал с людьми по отдельности.
Я работал с потоком. Сказано было без вызова и без сожаления. Так объясняют устройство механизма. Котировку за любой из 180 дней пирамиды он помнил до рубля. Из 10 454 фамилий потерпевших не вспомнил ни одной. Я записал ответ дословно. Лучше про него не сказал бы ни один государственный обвинитель. Вечером Зыков, листая копию протокола, спросил: «Ну и что он вообще, волчара?» «Нет». «А кто?» Я не ответил. «Волк режет, чтобы жрать. Этот забрал триллионы и 7 лет ел макароны из шкафа в съемной норе, без единой дорогой вещи. Деньги были нужны ему не как деньги, а как счет в игре. Слова для такого у меня не было». Дальше было 3 года конвейера. Потерпевшие сидели по всей стране, отдельные поручения уходили в регионы пачками, но ключевые эпизоды своего блока я передопрашивал сам. Брал командировочное, садился в поезд и ехал в Тверь, в Рязань, в Тулу, слушать людей своими ушами. Формально это было нерационально. На месте справился бы любой районный следователь по моему опроснику. Я ездил сам. С 96-го года у меня были причины не экономить на этом времени. Весной 2004-го я нашел Зорину, как обещал. Она принесла жестяную коробку из-под чая, пачку билетов, уложенных по номиналу, и тетрадку в клетку. Ту самую, с которой ее мать приходила ко мне в 94-м. Тогда я снял копию и вернул оригинал. Теперь приобщал все. И билеты, и тетрадку. Почерк Ковалевой, даты и суммы, записанные учительской рукой, стали вещественным доказательством по эпизоду. Зорина расписалась в протоколе и спросила, вернут ли тетрадку после суда. Я сказал: верну сам. К 2006 году в деле стояло 600 томов. 10 454 потерпевших. Доказанный ущерб – 110 миллионов рублей новыми. Канцелярская доля того, что прошло через кассы. Но приговор живет не оценками, а доказанными эпизодами. И каждый из 10 тысяч эпизодов кто-то в группе собрал руками. Заявление, допрос, билеты, справка. Я подписал свой блок обвинительного заключения, и тома повезли прокурору на утверждение грузовиком, как когда-то возили наличные. Приговор Чертановский районный суд читал несколько дней. 800 страниц. Судья оглашала эпизод за эпизодом, фамилию за фамилией, и зал, в первый день набитый, к третьему поредел. Потерпевшие уходили на работу, у кого она была. Я приезжал слушать свой блок. Когда прозвучала Ковалева Анна Тихоновна, я отметил строку карандашом в своем экземпляре. Эпизод устоял целиком, до рубля. Осужденный вел себя на оглашении, как на моих допросах. Слушал ровно, изредка записывал. Один раз на чужом эпизоде он что-то отметил в блокноте, и я почти уверен, что в той строке приговора была неточная сумма, и что он единственный в зале ее поймал. 800 страниц чужого текста он проверял на слух, как свои кассовые тетради. К 28 апреля 2007 года суд дочитал до резолютивной части. Признать виновным в мошенничестве. Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 4 года 6 месяцев лишения свободы. Штраф – 10 тысяч рублей в доход государства. Гражданские иски потерпевших удовлетворить. Всего более чем на 20 миллионов рублей. 4 года 6 месяцев. Под стражей он находился с 31 января 2003-го. Его арифметика сошлась в 3-й раз. Сначала перебитая 8 в кассовой тетради, потом выборы, теперь срок. В мае он вышел на свободу, тише, чем в 94-м. У ворот стояло 10-2 человек. 13 лет назад стояли тысячи. После оглашения я шел через народ у суда. Бородулин Виктор Семенович, седой. Квартиру он так и не купил. Слушал все дни от звонка до звонка. Терехова Людмила Викторовна с взрослым сыном, тем самым, чьи отложенные деньги ушли в кассу на Варшавском шоссе, когда ему было 10. Кто-то в стороне держал плакат. Опять свободу. Буквы выцвели, и плакат был, похоже, тот же самый. 94-го года. 15 лет я умел раскладывать любую толпу с одного взгляда. Где сильные, где слабые. Эту толпу я раскладывать не стал. Я в ней здоровался. Зорину я нашел в коридоре суда.
отдал заверенную выписку из приговора в части иска ее матери. 26 тысяч рублей взыскать с осужденного. И сказал, как есть. Имущество за ним не числится. Ничего и ни на кого не оформлено. Взыскивать не с чего. Эта бумага, скорее всего, останется бумагой. «Понимаю», — сказала она. «Я ее все равно заберу. Мама просила найти». «Вы нашли». «Найдите», — сказала мне ее мать в дверях кабинета в августе 94-го. Нашли, на 6 с лишним лет позже, чем могли. И об этих годах я Зориной говорить не стал. Эта страница лежит не в ее деле, а в моем. Тетрадку в клетку я вернул ей, когда приговор вступил в законную силу. Отвез сам, без почты, как обещал. Мне случалось слышать, и от коллег тоже, что дело мы проиграли. Срок смешной, деньги не вернулись. Потерпевшие годами умирали в очереди за правдой. Отличая на это одинаково. Счет в этом деле вели не мы. Счет вел он. С первого дня и до приговора. Наши в этом счете 10 454 эпизода, доказанных руками, по одному. И 800 страниц, в которых каждая цифра устояла. Что не доказано, то не прощено. Оно просто осталось за приговором. Через неделю Зыков, уже подполковник, занес мне папку материалов проверки. Новая контора. Касса взаимопомощи. 30% в месяц. Приемная внизу опять завалена заявлениями. Портрет на бумажках другой. Арифметика та же. Ятрань мою давно списали. Протоколы я печатал на компьютере. И буква «Р» больше не западала. Чего-то мне в этом даже не хватало. Я развязал первый мешок. Достал верхнее заявление и прочитал его целиком. Фамилия, имя, отчество, год рождения. 1926. Потом следующее. В мешке их были сотни, и торопиться было некуда. Каждую из этих строк кому-то предстояло доказывать руками. По одной, как в классном журнале. Судя по всему, мне.